Друзья, приветствую! Когда первая половина мая осталась позади, я вновь посетил знакомые места вдали от дома, где меня дожидались фотоловушки, направленные на запруженный ручей и лесную лужу. Ранним утром в поле меня встречала лисица, шуба которой, кажется, переживала не лучшие времена. Поглазев на меня издалека, хищница отправилась в сторону леса, где поспешно скрылась из вида. Постоянные дожди и теплая погода привели к бурному росту травы. Еще чуть-чуть, и низины превратятся в настоящие джунгли. С нетерпением спускаясь к воде, я чуть было не спугнул местных водоплавающих, но каким-то чудом бдительные пернатые не заметили меня из-за хвойных ветвей. Впервые в объектив попали черки-свистунки, самые маленькие представители речных уток, которые за счет узких заостренных крыльев способны взлетать почти вертикально. Такая особенность позволяет птицам жить на крохотных лесных водоемах, некомфортных для обитания больших уток. Эту пару я замечал здесь и раньше, но они всегда взлетали до того, как я успевал их рассмотреть. Долго быть незаметным не вышло, и при попытке занять более выгодную позицию я спугнул птиц, поэтому пора переместиться к камере, которая стояла совсем рядом. В последний апрельский день в поле зрения попала цапля. На следующее утро появился перевозчик, небольшой кулик, которого можно встретить по берегам рек, ручьев и небольших прудов. Похожее соседство с утками – обычное дело, и птицы вполне мирно уживаются неподалеку. Наверное, это именно та пара черков, которую я показывал раньше. Через пару дней обильные осадки заметно подняли уровень воды. Кулик же оставался на своем месте и, судя по всему, выискивал насекомых, составляющих основу его рациона. В столь непогожие дни это место оказалось не лучшим для установки фотоловушки, ведь та постоянно срабатывала на порывы ветра. Как выяснилось, перевозчик был здесь не один, и уже скоро ловушка стала свидетелем выяснения отношений. Третий был явно лишним, поэтому он постоянно изгонялся с уже занятых владений. Поздним вечером появились сразу две пары черков. Похоже, не только у перевозчиков возникли территориальные споры. Видимо, водоем слишком тесный для обитания двух утиных семей. На этот раз цапля появилась прямо перед ловушкой. Казалось, будто она долго изучала пролетающую мимо птицу, а потом продолжила патрулировать пруд на своих длинных ногах. Популярный водоем посетили и кряквы, пожалуй, самые известные утки, которые активно искали пропитание в уже заметно более прозрачной воде. Морозным ранним утром прибежала лисица. Похоже, объектив запотел от столь резкого перепада температуры, и хищница была словно в тумане. Здесь на всякий случай я закапывал приманки, и спустя столько времени они наконец привлекли первого голодного охотника. Эта лиса была совсем не похожа на ту, которую я встретил в поле. По крайней мере, хвост ее выглядел вполне солидно. Разобравшись с составленным без присмотра угощением, плутовка бросила взгляд на фотоловушку и, словно заподозрив неладное, поспешила скрыться. А вот и селезень кряквы добывает пищу привычным способом. Эти утки способны нырять и плавать под водой, но делают они это лишь в случае крайней необходимости.
Внезапным стало появление речной выдры. Судя по всему, в ходе разведки ее привлек запах мяса. Обладая превосходным обонянием, эта хищница с легкостью находит спрятанные припасы, но вот ее лапы, в отличие от лисьих, совсем не подходят для копания. Поэтому даже если после рыжей охотницы что-то оставалось, вряд ли выдра смогла добраться до источника запаха. На этом свежие кадры с фотоловушки закончились, и я отправился к лесной луже, на которую из-за сырости в лесу и постоянных осадков не возлагал особых надежд. В этот день погода была солнечной, и, посмотрев наверх, я с удивлением обнаружил гало – оптическое явление вокруг источников света, часто напоминающее радугу. Лужа была на своем месте, ровно как и фотоловушка. А с последнего визита появилась не только трава, но и свежие следы копыт, поэтому в камеру я заглядывал с большим любопытством. Первым через неделю после моего ухода на поляну пожаловал лось, который с аппетитом расправлялся как с кустами, так и со свежей травой, ведь ее здесь уже было в избытке. Ранним утром прямо перед ловушкой завтракала лосиха, и, судя по скорости поедания, она была очень голодна. Что вовсе не удивительно, ведь чуть позже в кадр заглянул крохотный лосенок. И это еще не все. Через несколько секунд показался и второй детеныш. Что интересно, ровно год назад у этой самой лужи ловушка запечатлела новорожденного малыша, который едва мог стоять на ногах. Эти же лосята уже вполне уверенно держались на необычайно длинных конечностях. Всего через пару дней после рождения малыши способны активно передвигаться, и этот навык жизненно важен для защиты от хищников. Вырастить двоих детенышей – тяжелая задача для матери. Зато лосятам точно не придется скучать, и уже сейчас они с удовольствием играют, весело гоняясь друг за другом, и не упускают возможности на всей скорости промчаться сквозь лужу. Наконец, один из малышей, кажется, решил передохнуть и немного утолить жажду. Второй же никак не хотел расслабляться. При отсутствии хищников середина весны – лучшее время для развлечений. Ведь в лесу пока еще мало комаров и мошек, которые в дальнейшем заметно осложнят жизнь местных обитателей. Под пристальным присмотром детеныши уже вовсю отрабатывают приемы атаки и защиты. Пока это лишь форма игры, но в дальнейшем такие навыки могут спасти жизнь. В столь юном возрасте лосята не отходят далеко от матери и постоянно находятся в ее поле зрения, чтобы в случае опасности лосиха своевременно могла наказать обидчика. Поэтому внезапная встреча с таким семейством может быть очень опасной. Лоси позировали на поляне более 10 минут, а после, немного отдохнув от активных развлечений, детеныши покинули лужу вместе с матерью. Но уже днем семья вернулась на полюбившееся место, и, скорее всего, визиты продолжатся и в будущем, поэтому ловушка осталась на прежнем месте. В обед лосята уже были не столь активными. Видимо, утренних развлечений им хватило с головой. К тому же вместо 6 градусов тепла термометр показывал уже плюс 22, а резвиться в жаркую погоду не очень-то весело. Наконец, семья неспешно удалилась из поля зрения, и произошло это всего за пару дней до моего возвращения. Моя же прогулка, несмотря на еще недавно чистое небо, завершилась небольшим дождем. Впрочем, осадков этой весной слишком много.
Надеюсь, летом солнце будет чаще выходить из-за туч, что, несомненно, привлечет больше животных на лесные лужи, а это подарит новые интересные кадры. На сегодня это все лесные новости. Еще больше любопытного из мира природы в моем телеграм-канале. Увидимся в следующем выпуске. До скорого!